Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И в этом видео мы с вами будем разговаривать о том, как украсть чужой корабль, что для этого нужно, как его потом продать и прочее, прочее, прочее. А обо всем подробнее далее. А с вас как стал лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит на канале, все ссылочки в описании под видео. А теперь поехали. Первое. Нам необходимо заиметь следующий навык – целевые системы управления, потому что первое звание данного навыка разблокирует функцию наведения корабля на цель. То есть мы можем взять его в лог и выбрать определенный модуль, а это нам очень понадобится. Прокачка навыка пилотирования ситуативно. Вначале не особо-то и нужно, но потом со временем придется прокачивать, потому что третий уровень нам дает доступ к кораблям класса Б, четвертый к кораблям класса С. Без этого вы пилотировать такие корабли не сможете. И украсть их тоже не сможете. Теперь нам нужно будет выбрать систему, где мы это будем делать. Есть некоторые моменты, сейчас расскажу. Системы есть как нейтральные, так и подконтрольные конкретной фракции. Я бы рекомендовал бы летать все же в нейтральных. Но все же, вот допустим, система Чиены. Справа наверху написано, кому она принадлежит, в Рестар коллектив. Но узнаете вы об этом только когда прилетите в такую систему. В неизведанных системах вы ничего об этом, естественно, не знаете. Вот, к примеру, Багровый флот. В Олимпусе это у нас никого нету, можем лететь сюда. Соли это у нас объединенные колонии, в Альфа Центавре это объединенные колонии, в Нарионе это фристары, в Вольфе объединенные колонии, бла-бла-бла-бла-бла. И еще важный момент. Уровень системы. Левый верхний угол. Сделайте так, чтобы он был, не больше, чем на 5-10 уровней выше вашего персонажа. На всякий случай. Покажу на примере системы Лантана. 30 уровень, все дела, нейтральная система. Вот мы прилетели в систему. Открываем карту данной системы и начинаем смотреть, что у нас здесь происходит. Сигналов нет, ничего нет. Начинаем летать между планетами. И может появиться случайная встреча. С кем-либо угодно. Лучше, конечно, чтобы мы работали против пиратов, чтобы наши, так сказать, друзья, которые летают с нами, наши компаньоны не расстраивались, не было различных штрафов. Еще один такой момент, когда вы вступите во фракцию Багрового флота по квесту, спойлерить не буду, но будет неприятный момент. Они у вас будут союзные. И да, вы можете, кстати, просканировать корабль, чтобы узнать, какой у него класс. Нажимаете клавишу F, и вам показывают информацию. Реактор С-класса, значит, корабль С-класса. Нужен навык, значит, на корабль С-класса. Логично. Но могут быть еще и сигналы в системах, такие как корабль. Прилетаете туда, там также может быть все что угодно. Охотники за головами, пираты, кому-то нужна помощь и так далее. Также может быть и такое, то, что когда вы сели на планету, кто-то будет прилетать, и, возможно, тот, кто будет прилетать, будет пиратом, либо охотиться за вами, и прочие моменты. Могут быть, опять-таки, обычные колонисты, такое у меня было. И вот такие вот даже случайные встречи могут быть, когда охотники за головами на вас охотятся, бла-бла-бла-бла-бла. Если противников будет несколько, сначала выбираем корабль, который нас интересует, а потом уже бьем остальные. И оставляем его одного в живых, чтобы у нас не было никаких проблем. И летим к нему. Снимаем щиты. Щиты сняты, фиксация цели есть. Нажимаем, выбираем двигатели и работаем по движкам. Все. Нажимаем док, то есть зажимаем клавишу R. И паркуемся. И спускаемся на борт, зажимая клавишу X. Вычищаем здесь всех. Могут быть турели, могут быть персонажи. А может быть все вместе. Ну вот, сделали это дело. Можете залутаться, собрать всякие вкусняшки. Можете поковыряться в грузовом отсеке корабля. И, собственно, вот место пилота. Садимся. И да, прежде чем отстыковываться и лететь, продавать корабль и прочее, рекомендую осмотреть корабль на предмет контрабанды. Будет отмечено желтым значком. Красный это своровать, а желтый это контрабанда. Просто когда вы прилетите в населенную систему, чтобы это дело все продавать, вас могут засканировать и будет неприятно. Как возить контрабанду, будет отдельное видео, потому что там и отдельные скиллы, и отдельные модули для этого дела. Когда все уже проверили, вот тогда уже с чистой совестью можем отстыковываться. Зажимаем Space. Ждем какое-то время, наш корабль чинится, и после этого летим в населенную систему. К примеру, чуть ли, можно даже в нашу стартовую, которая у нас на Альфе Центавра. Стартовая, потому что там находится у нас Атлантида.
Ну, новая Атлантида. Летим туда. И вот то самое сканирование, про которое я вам и говорил. Теперь нам нужно продать корабль. Ищем техника, который будет находиться у посадочной. Нам нужно пересесть на свой основной корабль. И еще момент. Корабль, который мы взяли, был подбитый. Чинить его не нужно. На итоговую стоимость не влияет, проверено. Я хотел бы посмотреть и изменить свои корабли. Заходим, выбираем свой другой корабль, абсолютно любой, неважно какой. Делаем его домашним, потому что корабль, который у нас сейчас домашний, на котором мы находимся, продать не можем. И после этого заходим в... Позвольте мне посмотреть, какие корабли у вас есть на продаже. Заходим в раздел продажи, нажав клавишу R. Выбираем корабль, который мы получили. Видим цену 19 тысяч, но не радуемся, потому что его нужно зарегистрировать. И что самое прикольное, его нужно будет регистрировать и в системах, и на станциях подконтрольных пиратам. Что довольно странно. Производим регистрацию, и она стоит довольно львиную часть тех денег, которую мы получим за продажу корабля. Сделали. Мы потратили 16 тысяч и продаем корабль за 19 всего лишь. И в наваре мы на 3000. Ну и плюс, конечно, лут, который вы соберете во время абордажа, включая кредиты, пушки, комбезы и прочее. Там можно уже побольше денежку поднять. Но вот, кстати, регистрировать корабль не особо-то и обязательно, потому что вы можете на нем летать. Но вы не сможете его ни продать, ни улучшить. В этом видео я специально не стал затрагивать такие моменты, как вооружение корабля, модули, которые мы можем поставить, потому что интересует что? Угнать корабль, сесть на него, получить, либо продать. Так что такая вот у нас механика. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасно. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.